Это снова Илья и мой канал Антимрак. Поговорим про пропаганду бедности. Вообще, я бы сформулировал это словосочетание по-другому, потому как бедность – это необходимое условие для действенности пропаганды. И на самом деле, бедность уже должна быть на этапе базовых потребностей, потому как понятие бедности не может быть применено к человеку, чьи базовые потребности полностью удовлетворены. То есть сам феномен бедности проистекает из ограниченности базовых потребностей, и он может быть определен только относительно более высокого уровня их удовлетворения. Согласитесь, что если человек получает низкую зарплату, которая не позволяет ему удовлетворять базовые потребности в полном объеме, то им куда проще манипулировать, чем человеком, чьи базовые потребности полностью удовлетворены. Поэтому бедность – это очень эффективный инструмент для формирования того или иного общественного мнения. Конечно же, я не хочу сказать, что все люди должны жить в достатке. Сама ограниченность ресурсов в мире и разные способности людей не позволят жить всем одинаково в достатке. Да и уровень потребностей у каждого свой. Поэтому нельзя измерять потребности людей с позиции какого-то стандарта. Говоря о бедности как о средстве для более эффективного воздействия пропаганды, я имею в виду бедность, при которой базовые потребности не удовлетворяются в полном объеме, и для их удовлетворения человеку приходится тратить очень много времени. Причем, чтобы он тратил времени столько, чтобы ему некогда было бы отвлечься от постоянного зарабатывания себе на базовые нужды. Самый лучший элемент любой системы. Самый лучший элемент любой системы – это элемент, который функционирует в рамках, отведенных ему системой. Приведу простой пример. Работник какого-нибудь предприятия берет ипотеку, при этом его доход еле-еле позволяет удовлетворять базовые нужды и выплачивать проценты по ипотеке. У меня к вам вопрос: кем является такой работник с точки зрения его работодателя? С точки зрения работодателя такой работник является идеальным, если, конечно, он еще и свои профессиональные обязанности выполняет сносно. Он является идеальным потому, что он не рискнет просто взять и уволиться просто потому, что ему что-то не понравилось. С момента взятия ипотеки он является должником, пока не выплатит всю сумму в виде процентов по ней. Поэтому работодатель, безусловно, будет пользоваться этой долговой обусловленностью работника. Самое главное, чего не понимают люди. Самое главное, чего не понимают люди, это то, что, вступая в те или иные виды отношений с людьми, они становятся зависимыми от них, и тот смысл, который они вкладывают в те или иные отношения, могут образовывать совсем другие связи, в том смысле, что они будут обязывать делать что-либо, что изначально не планировалось. На примере с той же самой ипотекой. Человек, когда вступает в отношения с особью противоположного пола, женится на ней, затем они рождают детей. Затем они могут быть вынуждены брать ипотеку, чтобы жить в более просторном жилье. Но изначально человек мог интерпретировать такие гендерные отношения как какую-то абстрактную любовь. Но для того, чтобы понять, чем являются те или иные отношения, нужно понять то, чем они являются в своей основе, какой причиной они мотивированы изначально. Если человек об этом задумается, он, возможно, поймет, что они мотивированы репродуктивным инстинктом, который и вызывает тягу к особи противоположного пола, но не какая-то абстрактная романтическая лабуда вроде некой любви. К чему я вообще об этом всем говорю? Я говорю об этом потому, что человек придумывает новые искусственные смыслы своего поведения при том, что они вызваны просто инстинктивной программой, установленной в его тело. Любая пропаганда всегда воздействует на человека через его инстинкты, потому что это самые сильные человеческие программы, вшитые в него самой природой. Когда человек, допустим, голоден, он не может думать ни о каких более высоких материях, чем еда, потому что его жизнедеятельность обусловлена едой как материалом, поддерживающим в нем биологическую жизнь. Еда, перерабатываясь в организме, становится его телом. Вода, которую он пьет, становится его телом, потому что тело не может существовать автономно от этих элементов. Ограничивая поступление элементарных благ, человек становится самоограниченным, потому что он не может видеть выше этих примитивных потребностей. Также обстоят дела и с репродуктивной функцией. Люди испытывают друг другу половое влечение, но жизнь в общественной системе побуждает их образовывать другие, принципиально иные связи, такие как вступление в некий брак или взятие ипотеки. Хотя изначально человек интерпретировал свое отношение к другому человеку как какую-то любовь.
Самое интересное, что некоторые считают так называемый брак признаком настоящей любви. Хотя, с точки зрения здравого смысла, это всего лишь социальная формальность, которая не привносит ничего конструктивного и полезного, но ограничивает очень сильно. Чем примитивнее человек, тем больший смысл он вкладывает в так называемый брак. Вообще, мне сложно себе представить степень ущербности человека, который придает глубокий смысл так называемому браку, тем более, если это мужчина. Только мужчина с женскими мозгами может вкладывать глубокий смысл в брак. И, как правило, такие люди абсолютно лишены мышления. Они однотипны, потому что они живут в соответствии со стандартами общественной системы, которые они приняли так, как будто бы это нечто естественное. Но они это сделали потому, что они изначально ущербные люди. Недавно я смотрел видео, в котором некто мужского пола рассказывал о том, почему для него важен так называемый брак. При этом он был больше похож на женщину и по манере говорить, по движениям и по мимике был похож на женщину. Рассказывал про какую-то любовь и о ее роли в браке. Мне, конечно же, было дико смотреть и слушать это, но я смотрел это ради исследования, а не потому, что я считаю это чем-то правильным. Вообще, это право каждого – поступать так, как он считает нужным, и было бы бессмысленно с моей стороны считать тот же так называемый брак чем-то неправильным. Я привожу пример с браком лишь для того, чтобы показать то, как человек становится заложником той системы связей, которую он сам же и порождает, оправдывая ее искусственными мотивами, не связанными с мотивами изначальными. Но, не понимая этих своих изначальных мотивов, он может описывать некий свой социальный акт, коим является брак, мотивами, созданными социокультурной средой, то есть любовью и прочей лабудой. И потом, когда, допустим, этот брак распадается, он считает, этот распад стал следствием потери любви, а не то, что брак – это простая формальность, которая для нормального мыслящего человека вообще ничего не значит и ничего менять в его отношении к другому человеку на самом деле не может. Если, конечно, он не преследует в браке никаких сугубо прагматических целей. Бедный человек – это человек системы. На самом деле, бедный человек – это всегда человек системы, и он добровольно является ее элементом. И чем больше он обусловливает себя этими связями системой, тем беднее он становится. В данном случае я использую термин «бедность» не столько для того, чтобы обозначить уровень материального достатка, а для обозначения именно степени его добровольной обусловленности общественно-финансовой средой. То есть человек может быть вполне себе обеспеченным, но при этом быть настолько углубленным в общественно-финансовые связи, что любое нарушение этих связей может привести его к серьезному разрушению его картины мира. Я не говорю о том, что это плохо или хорошо, и никого ни в коем случае не призываю жить каким-либо определенным образом, так как я высказываю свое видение процессов. То есть было бы глупо видеть в том, что я пишу некое руководство к действию, потому что то, что я говорю, это не про рекомендации, а про осмысление наблюдаемых мной процессов в отрыве от их видимой стороны. Люди в финансовой системе. Люди, находящиеся в финансовой системе, являются ее частями уже только в том случае, если пользуются ей. При этом абсолютно неважно, насколько они финансово обеспечены. Когда я говорю о бедности как о средстве пропаганды, я не говорю о каком-либо определенном уровне финансовой обеспеченности, ниже которого финансовое положение человека может считаться бедностью. Говоря о бедности как о средстве пропаганды, я имею в виду то, какое место добывания денег занимает в жизни человека. Например, если для человека деньги являются в большей степени средством достижения цели, чем самой целью, то его можно называть относительно свободным от финансовой системы, безотносительно количеству денег, которые у него есть. Следовательно, такой человек не подвержен пропаганде бедности, потому что деньги не являются его основной целью. Ему хватает денег на то, чтобы удовлетворять свои базовые потребности, и он не вступает в отношения, которые прямо или косвенно могут предполагать увеличение его расходов, не способствуя его собственной самореализации. Но любой человек, пользующийся деньгами, хочет он того или нет, является частью финансовой системы. Весь вопрос в том, какое значение имеют для него деньги в плане смысла, определяющего его отношение к жизни. Например, я никогда не был богатым, но мне всегда хватало и хватает средств, хотя у меня не всегда бывает стабильный доход. И лично для меня деньги никогда не были целью как таковые.
Я не говорю об отсутствии цели заработка денег, как о чем-то хорошем или плохом, просто это есть. И заработок как цель для меня является довольно глупой и нелепой целью. Для меня было бы абсолютно бессмысленно посвящать время своей жизни заработку как цели, потому как заработок для меня, опять же, средство в жизни, но не цель. Почему общество культивирует чувство ущербности в человеке? Общественная система на протяжении всей человеческой жизни под неявным давлением массовости культивирует в голове человека идеи его собственной изначальной ущербности посредством идеи о том, что человек изначально неполноценен, и обрести эту полноценность он может лишь вступая в различные системы отношений. И поскольку большинство людей ничем не отличаются друг от друга, они уже только в силу своей усредненности обречены становиться частью этого большинства. И уже этот факт машинальной идентификации себя с большинством по умолчанию делает человека принимающим социальные стандарты. То есть он ведет такую же стандартную жизнь, как и большинство, естественно, не подвергая никакому переосмыслению правильность такой жизни. И когда человек совершает попытку отделиться от общего стада, он тут же может быть подвержен остракизму со стороны людей, окружающих его. Люди, автоматически живущие усредненной жизнью большинства, остро реагируют на то, когда некто выходит из общего представления о стандартной жизни. Такой человек всегда становится объектом для проклятий, потому что осуждающие его привыкли делать и поступать так, как им скажут, а не так, как они сами хотят. То есть с точки зрения функционирования общественной системы выгодно, чтобы большинство проживало бы усредненную жизнь, в которой жизнь человека сводится к выполнению определенных функций, не связанных с его индивидуальными способностями и качествами. Ведь для того, чтобы жить как большинство, не нужно обладать никакими индивидуальными способностями и качествами просто потому, что для того, чтобы быть среди большинства, нужно быть просто таким же, как и большинство. Хотя есть много людей, которые думают, что превосходство в человеческом обществе и превосходство, например, у нечеловеческих видов, это приблизительно одно и то же. И если посмотреть на многодетные семьи в человеческом обществе, то это, как правило, бедные люди, которые, кроме как размножаться, больше ничего и не умеют. Ведь для того, чтобы нарожать потомство, ума много не надо. С разумной точки зрения, это скорее характеризуется как признак неадекватности.